Всем здравствуйте! Снова рада вас приветствовать на канале Лена Ваня. Сейчас я нахожусь в районе Соли, поэтому мы прогуляемся по этой прекрасной набережной в районе Соли. Тем более ее обновили, вы посмотрите. Ну и заодно у нас будет очень интересная беседа. Вот такая обновленная набережная в Соли. Я здесь прогуливаюсь с очень приятной девушкой. Девушку зовут Таня. Здравствуй, Таня. Таня живет в районе Соли. И поэтому мы хотели поговорить именно об этом районе. Многие, именно молодые люди, хвалят этот район. Расскажи, почему ты выбрала район Соли? Я люблю этот район, потому что здесь все рядышком, все близко, море рядом, инфраструктура тут больше развита. Потому что, например, если выбирать дальше там в район ТДЖ, то оттуда дальше добираться к центру, море там, другой заход в море, а здесь больше такой песчаный. Вот, все-таки для тех, у кого детки маленькие, все-таки лучше здесь, потому что они могут и на песочке поиграться, и в море зайти покупаться, и не будет никаких проблем, потому что вечно камни в море. А здесь хороший вход в море, близко, рядышком, мы здесь рядышком живем. Район выбрала, потому что у меня сестра здесь живет, работаю я в этом районе, поэтому этот район мне нравится. Спокойный, я бы сказала, спокойный. Мне нравится именно Соли, потому что в любой момент транспортная развязка хорошая, ты в любой момент можешь уехать куда хочешь, в какую хочешь сторону, хочешь в центр, хочешь в ТДЖ, куда тебе угодно. Море близко, магазины все есть, все, что надо. Я уже здесь живу 4-й год, какой 4-й, 5-й даже, уже 4 года было в марте. И много кто пишет, спрашивает, какой лучший район выбрать, потому что, ну, судя из моего опыта, я, конечно, больше, говорю за Соли, потому что здесь живу, и мне он нравится, а вот моим подружкам скучновато здесь, им, конечно, аккуратно. Им, конечно, хочется больше кафешек, потому что они у меня работают все онлайн, и им тут, конечно, скучно. Ну, сколько раз ты выйдешь на море? 1, 2, 10 раз. И скучно. Они все-таки любят в разных кафешках сидеть, работать. И им, конечно, ближе Виран-Шехир, Ини-Шехир, ближе к форуму, чтобы можно было вечером выйти где-то посидеть. То есть для них море не так важно? Они приехали сюда не для того, чтобы поплавать в море? Ну, для них важно больше спокойная жизнь, я бы так сказала. Но чтобы было куда-то выехать. Вот им добираться к форуму больше затратно по времени, но они часто выезжают, потому что не все работают дома. Из-за того, что работают за компьютером, постоянно выбирают разные кафешки, чтобы хоть как-то разнообразить. То есть для них Соли скучно, потому что им не хватает кафе, торговых центров рядом. Поэтому, мне, если честно, тоже этого не хватает, но для меня не составляет труда сесть на автобус и поехать туда, куда мне надо. Если я хочу форум, у меня полчаса, и я в форуме. Вот, везде есть автобусы, везде есть маршрутки, куда хочешь, можешь уехать в любое направление. Все говорят за Аланию. В Алании, конечно, единственный плюс – это море. Я бы в Алании не хотела бы жить. У меня был такой выбор, потому что там в основном много русскоговорящих и больше работы, но я бы не смогла, мне было бы скучно. Летом классно, да, ты можешь себе выйти на море покупаться, чисто, красиво. Вот. А зимой что делать? Торговые центры у них есть мало очень. В основном турецкие бренды, такие как Вайкики, Дефакто, Катон и все. А так как мы любим всякие Зары, H&M, Страдивариус, и все-таки у нас в Мерсине это больше развито и больше есть выбора, чем, например, в Алании. Слушай, мне кажется, в Алании открылся какой-то торговый центр новый. Я даже не слышала. Но я не знаю точно. Сколько раз я была в Алании. Какие бренды? Не знаю. Мне нравится наша набережная шикарная, которая в сторону Марины. Просто самая, наверное, лучшая набережная. Вот. В принципе, в Алании тоже неплохо, но я бы туда просто приезжала как турист. Отдыхать и все. Например, меня напрягают туристы там. Потому что когда ты приезжаешь туда на отдых, постоянно слышишь много приезжих людей, и как-то от этого устаешь. Хочется больше спокойствия. А у нас такой спокойный больше город. Вот. Тихий, мало людей здесь русскоговорящих, и как-то комфортнее мне здесь. Вот, все-таки я ездила по разным городам, и мне все-таки Мерсин нравится больше. Он такой красивый, зеленый, у нас пальмовый, самый пальмовый город в Турции. Да. Потому что нигде по Турции нету столько пальм, как у нас. Вот. Конечно, хочется здесь больше развития, больше наших каких-то
вкусняшек, какой-то нашей еды, потому что все-таки здесь это не особо развито. Вот, в основном их еда, но мы уже и к ней привыкли. Но, конечно, хотелось бы, да, чтобы они как-то улучшались, но, кстати, могу сказать, что они улучшаются. Каждый раз появляются в магазинах какие-то продукты наши, постепенно то сметана, то творог. Раньше этого не было. И все постепенно не расстраивают магазины, рестораны, больше приближенные к нам. Вот в Соле у нас тоже открылся шикарный ресторан «Зайде». Вот. Раньше тоже его не было и прям не хватало. Вот когда летом на море идешь, детки хотят что-то покушать, а даже сводить их некуда. Не все хотят кушать кебабы и лахмаджу. Вот хочется какой-то легкой еды. И вот открыли более европейский ресторан у нас здесь. Ну, классно, мне нравится. Мы часто туда ездим с друзьями погулять, попить кофе, покушать на завтраки, вот, провести время вместе. Там красиво так. Вот. Конечно, этого не хватает. Но смотрю, что постепенно они все это делают. Слава богу, дай бог, чтобы так и было. Пусть они развиваются. Вот этот хлеб очень вкусный, желтый, который кукурузный. Я очень, вообще вся выпечка здесь очень вкусная. Да. Мы всегда берем здесь. Да, я иду. Вот эти штуки тоже всякие вкусные. Вот эти мальчишки всякие. Ну да, но Мерсин изменился, да, сколько-то, 4 года, Конечно, да? конечно. Чувствуется. Даже наша набережная изменилась. Да. Я когда сюда приехала, здесь вообще не было ничего. Вот. Да. Ну, уже приятно. Приятно, что они влаживаются, что они делают. Вот. Конечно, хочется, чтобы вот это вот все почистили. Да, но море так, оно чисто, оно грязное вот июль и август, мне кажется, эти 2 месяца. Грязное, да, грязное из-за того, что черный песок, он когда сбалтывается, кажется, море грязное. Ну и из-за пластика, видно, куча пластика выбрасывают. Море даже сейчас на набережной можно. Это единственный минус. Если бы у нас было шикарное море и не было столько пластика, вообще бы не было проблем. Мерсин был бы, наверное, самым первым городом Турции. Вот. И туристическим. А так как у нас море чуть-чуть у нас это устраивает. Приезжайте, у нас тепло, хорошо. Фрукты, овощи, все вкусное, красиво, жить у моря, вообще шикарно. Я вообще из Одессы, поэтому для меня море важно. Для меня море важно, я без моря жить не могу. Хочешь тебе море, пожалуйста, хочешь тебе горы с другой стороны, природа, пожалуйста, иди, жарь шашлыки, отдыхай, наслаждайся, красота, зелено, свежо, хорошо. Это супер. 15 минут спустилась себе, вот я с Солью за что люблю. 15 минут спустилась, и я вон возле моря, гуляя по набережной. Конечно, мне кажется, у меня такое предчувствие, что они будут в этом году делать именно пляжи цивилизованные, потому что все, смотрю, поубирали, потому что раньше были здесь и шезлонги, все, что хочешь, сейчас они все убрали. И я думаю, что государство займется этим вопросом в этом году. Конечно, начать надо с мусора, а дальше посмотрим, дай бог. Мусор, это же были огромные ливни в этом году, вообще на пляжах этого, было все, что хочешь. Да, это из-за этого в основном мусор. Красиво, да, как картинка из Pinterest. Вообще. Скажи, пожалуйста, ты у нас молодая девушка. У нас очень много вопросов от молодых людей. Мерсин, как ты думаешь, многим будет скучно или нормально, или вот как бы ты со своего опыта? Это все зависит, мне кажется, от человека все-таки, какой образ жизни. Если он больше любит движение какое-то постоянное, то это, конечно, скучно будет. Вот, например, у нас такая компания здесь собралась, нам не было скучно, мы все друг с другом познакомились, подружились, встречались на пляже вместе, проводили время, собирались играть в волейбол, собирались на прогулки днем, вечером. Если мы хотели куда-то дальше поехать, то нам это не составляло труда дальше поехать по каким-то городам Турции. Вот. А здесь спокойно, умеренно, классно, никто никуда не спешит. Да, это, наверное, основной плюс тепло. Турции, да? Ты привыкаешь не спешить, Санра. Да. Все-таки как-то здесь меня, например, устраивает, что у них так спокойно, размеренно, никто ни перед кем не выпендривается, все живут свою жизнь. Вот. Мне такой ритм больше подходит. Мне нравится, что здесь тепло. Те, кто не переносит жару, конечно, им будет сложно, но я, например, кайфую. Я люблю, когда тепло.
Вот, мне нравится такой климат. А вот тем, кто любит больше пасмурную погоду, то здесь, конечно, в основном зима у нас такая. Вот зимой и приезжайте. Да, да, да. Вот. Ну а как, а вот жару ты легко переносишь? Июль, август, самые Я легко, жаркие. потому что я Легко, люблю да? жару, я могу самое пекло лежать на море, и мне будет идеально. Я любитель такой погоды, меня она не напрягает. Но те, у кого проблемы с давлением или еще какие-то проблемы, то, конечно, им здесь будет тяжело. Например, вот у меня девочка есть, которая не может пережить жару, она не любит солнце, она не любит ходить на море. Для нее это прям каторга. Ей больше нравится наш все-таки климат, когда и зима, и весна, и осень, ей нравятся дожди. Я, например, не любитель дождей, поэтому для меня идеально, когда солнце, жара, поэтому... Да. И хочу еще спросить тебя, я думаю, что ты знаешь ответ на этот вопрос. У нас часто спрашивают вот семьи с детьми, да, где учатся дети, есть ли здесь русские школы, может быть, ты знаешь об этом, или как Насчет учатся русских дети? школ я не слышала, но знаю, что учатся 50 на 50, кто-то онлайн, кто-то в турецких школах. Ну и для детей тоже это плюс, потому что если они попадают в турецкую среду, они могут выучить язык, а Да. это тоже немаловажно для ребенка. Вот, потому что в основном все общаются на турецком, и это тоже неплохо. У нас дети такие выучили. Вот у нас младший самый, он ходит в садик, и он и знает и русский, и турецкий, и арабский, все языки, и английский учит сейчас. Это тоже Здорово. неплохо для его будущего, да. О, это отлично, это шикарно. Да, я тоже так считаю. Поэтому нашим детям здесь нормально. Им не скучно, им есть чем заниматься. Здесь спокойно для детей, детей здесь любят. Они себя могут спокойно выходить гулять, мы спокойно выпускаем своих малых на улицу, и никаких проблем у нас нету. Мы не переживаем, что их кто-то украдет или что-то с ними случится. Вот. Во дворе спокойно детки гуляют, и до вечера, допоздна мы их выпускаем, и они только домой возвращаются вечером. Набережная в Соли, да, потому что все равно сюда едут за морем. Чем она тебе нравится, пляж или не нравится? Мне наоборот нравится из-за того, что она чистая, что не настроены всякие кафешки, клубы, дискотеки. Вот с одной стороны есть и минус, потому что ты там в любой момент себя подбежал, купил все, что тебе надо, и все. А с другой стороны ты себе лежишь, слышишь шум воды, шум волн, а не слышишь вот эту музыку губ-губ-губ постоянно над головой, как, например, в других туристических местах. Но вот серьезно, у меня есть чем сравнить, потому что я ездила и знаю, что говорю. Вот. Все-таки здесь комфортно, лежишь себе спокойно, отдыхает голова, нету вот этого шума излишнего. Вот. Ретрит, Да. да? Модное слово ретрит. Да. Хорошо, Таня, спасибо большое. Пожалуйста. Я надеюсь, что ответили на некоторые вопросы. Вообще, мне было очень приятно с тобой пообщаться. Таня Взаимно. очень позитивная. Спасибо большое, Пожалуйста. удачи. На этом мы заканчиваем наше видео. С вами были ваши Лена, Ваня. Всем удачи, до встречи. Пока-пока.